Oh, good morning. Бизнеса на ближайшие 5 лет. Конечно же, абсолютно согласимся с тем, что HR сервисное подразделение и обеспечиваем эффективное функционирование ключевых процессов. На этом, наверное, есть в каждой компании, да, у нас есть политика в области подбора и адаптации, есть политика в области обучения и развития, политика в области компенсации, политика в области кадрового администрирования и так далее. И ключевым для нас является обеспечить персоналом
с необходимыми компетенциями для того, чтобы добиться устойчивого и стабильного развития бизнеса. Ну, это коротко о том, что можно предложить. Спасибо большое. В фасилитации можно, конечно. Александр Подгорный, Райфайзенбанк. Ну, от нашего стола какие изменения произойдут? От более размытой стратегии, HR-стратегии, стратегии бизнеса, стратегия через 5-7 лет, наверное, больше будет содержать конкретно. Если в качестве инструмента, который есть на сегодняшний день, наверное, 20-летней давности где-то инструмент, тот, который на нашем русскоговорящем или украинскоговорящем пространстве называется SSP. Система сбалансированных показателей. Или в оригинале BSC, Balance Scorecard. Наверное, все-таки, если мы говорим о стратегии, то тот инструмент, который есть, и те люди, которые должны иметь компетенцию по разработке стратегии, они, наверное, возьмут этот инструмент, который уже готовый, вряд ли изобретут какой-то новый. То есть от размытости к конкретным сбалансированным показателям, которые будут отличаться HR-стратегия от той, что есть сейчас или нет сейчас. Спасибо. Поаплодируйте себе, пожалуйста. И у нас в фасилитации есть одно правило, что все, что случается, всегда случается вовремя. Именно тогда, когда должно случиться. У нас включился интернет, мы закончили эту часть, и мне нравится, я сначала очень нервничала, что мы не смогли идти по порядку, и что Марк появился не вовремя, но сейчас я поняла одну очень важную вещь. Хочу с вами поделиться, что мы в действительности не любим, когда нас кто-то чему-то учит, это факт. И когда иностранцы выходят к нам и рассказывают про гениальные свои достижения, нас это раздражает. Потому что в действительности мы все знаем, это факт. Почему у нас это не работает? Потому что наш интеллект, я всегда говорю, как вице-президент по развитию стран Европы и стран Ближнего Востока, я сейчас много имею возможность общаться с разного рода людьми. Мы работаем все с местными правительствами, с бизнесом и с сообществами. И я действительно только сегодня понимаю нашу ценность. Она во мне сейчас, понимаете? Раньше я ее понимала, там где-то там она где-то есть, а сейчас это во мне, потому что более интеллектуального народа я не встречала нигде, правда. Мне стыдно, что мы не можем показать те показатели, которые бы мы гордились, сами собой. К сожалению, пока на сегодня. Кроме Майдана, пока мы не гордимся ничем, правда. И я рада, что Марк сейчас появился после того, когда мы все имели возможность высказать свое экспертное мнение, понимаете? Я надеюсь, что он просто добавит чего-то к тому, что мы сейчас говорим. Не смотрите, пожалуйста, на его информацию, как на экспертное мнение. Он практик, он работает на заводе, он ходит в грязных сапогах и работает с грязными руками. Это человек, который практик, это не человек, который пытается идти за столом в консалтинговой компании и консультирует топ-менеджмент. Спасибо, Марк. Давайте официально представим нашего спикера из Америки. Саша, пожалуйста. Люблю Америку. Там рано сейчас, наверное. Там поздно, не знаю, рано или поздно. Марк Уоррен, международный эксперт в области стратегического и лин-менеджмента, американский предприниматель, бизнес-консультант. Давайте, он слышит аплодисменты? Марк, вы еще Разбудим. Улыбается? Еще нет. Марк, wake up. I'm here. Теперь вот у меня вопрос. Как мы сделаем так, чтобы мы все это слышали? Вы громче говорите. Mark, Yes. we have technical problem right now. I don't know how to create good sound for you. Could you talk, maybe cry to us? could you talk loud, please? Talk louder so you can hear me. Okay. Не слышно, да? No, Mark, we don't hear you. Just a moment. Okay. Нам нужен кто-то с технической группы, наверное, да? Я думаю, что после... Саш, позови кого-нибудь, пускай нам включат колонки. Вот у нас вообще
Весь сервис в этом, это же дом ученых, вы же понимаете, да? Это же дом ученых. Да. Мы здесь изучили очень много интересных процессов в этом доме ученых. Нам сложно понять логику их научной мысли, но мы стараемся. Вот я вижу техническое там, техник там вот за вот этим окошком, их там много, но звука у нас нет. 5 минут сказали. Couple minutes, Mark, and we check sound. Okay. Okay? All right. И вопрос, с каким людям нужен перевод здесь? Поднимите руку, пожалуйста. Вау. Да, у нас будет перевод, поэтому просим прощения сразу тех, кто хорошо знает английский язык. Они относятся критично к переводу, потому что мы знаем, что каждый говорит на своем языке, в том числе на английском. Вот, давайте будем относиться лояльно друг к другу, потому что часто, работая на конференциях и ведя форумы, люди, которые хорошо знают английский язык, ну, они потом дают фидбэк, вы знаете, говорят, ну, переводчику, да, немножко неприятно. Поэтому, если кто-то здесь среди вас есть, кто услышит, что перевод ну, не подходит вам, да, близко по душе, вы можете иметь возможность просто подойти к микрофону и это сделать, ну, профессионально. Хорошо? Потому что мы не знаем, что такое профессионально никогда. Потому что когда второй язык, сложно учить. Подобрать того человека, но мы уже с Любой работаем не одну конференцию, я надеюсь, что все будет окей. Давайте будем лояльны друг к другу. И что? Мы слышим? Или мы не слышим? Работает уже, да? Марк? Марк? Угу. Я знаю, что Марк сейчас находится в своем доме, он живет в городе Эссен, это штат Джорджия, и тут не очень видно, вот там наверху купол над его домом. Купол, я знаю, я там не была никогда, но я знаю, что купол 4 метра в высоту, и он сам это руками выложил каждую досочку, он, по-моему, деревянный купол. Там очень красивая люстра вверху, вот, но сам это сделал своими руками. Марк? Yes. Yes, Can you we hear hear. me? Yes. Okay. Will I be able to see the screen as well? You don't have to screen now? I see a screen, I see the audience. I didn't know whether I was going to see the presentation screen. Сейчас. Okay. Начинайте. Are you ready? Okay, we're going to, yes, to show the screen now, Mark. So, Okay. Okay, we have the screen already. Great. Can Mark see the screen? Not now. More technical difficulties. Okay, how can you go through anyway without... Yes. Давайте. Mark? Yes. Let's start. Okay. Good morning. It's an honor to speak to this group of distinguished professionals. I've been asked to deliver a short talk on how an organization can do more than survive during periods of change and how HR can be influential in leading. Доброе утро. Я рад приветствовать компанию уважаемых профессионалов. И меня просили выступить с короткой речью о том, как компания может не просто выживать в сложные периоды, но и как она может развиваться, и как HR может сыграть решающую роль в этом. The short answer is to grow people.
Короткий ответ на этот вопрос – это выращивать персонал. Next slide, please. About 30 years ago, the Royal Dutch Shell Corporation funded some interesting research when they were concerned about their own survival as an organization. The experts were predicting that the world would run out of oil in just a few decades. Около 20 лет назад Royal Dutch Shell Corporation профинансировала очень интересное исследование, которое было связано с тем, что их компания вынуждена была сама рассмотреть вопрос выживания в изменяющейся ситуации. Дело в том, что было предсказание, что уже через несколько десятилетий мировой рынок нефти исчерпает все свои запасы. They commissioned this study to examine large companies that were older than Shell, a minimum of 100 years old. Они в основном рассматривали в этом исследовании крупные компании, которым насчитывалось как минимум 100 лет. After extensive searching, they found only 40 companies meeting their guidelines, and of these, 27 were studied in detail. После внимательного исследования они обнаружили, что только 40 из этих компаний соответствовали их основным руководящим правилам, и из них они рассмотрели 27 более детально. They found some common traits among them. There was no special strategy for choosing what to do in good times or bad. И у всех этих компаний были общие характеристики, общие качества. В частности, то, что не было какой-то стратегии для действий в хорошие времена и в неблагоприятные времена. A well-managed organization should have a lifespan of at least 200 years. It's the short-term focus of today's management that has reduced the average lifespan of a multinational below 50 years. Жизненный цикл организации должен быть не менее 200 лет, так чтобы можно было проследить ее успешность. И только краткосрочное желание менеджеров нынешних рассматривать компании в краткосрочной перспективе уменьшило этот жизненный цикл до 50 лет. Next slide. The choice starts at the top, with the leaders choosing the purpose of the organization. Выбор стратегии начинается сверху. Это именно лидеры, руководители компании, которые определяют цель организации. As simple as this may sound, it has a profound effect on the direction of the whole organization. И это имеет всеобъемлющий эффект на всю организацию. The people in the picture are mostly CEOs of Japan's electrical equipment manufacturing industries. When they were first asked what was the purpose of their organization, most of them responded to make a profit. Люди на этой картинке в основном это гендиректора японских компаний из энергоотрасли. И когда им первый раз задали вопрос о том, что они считают самым важным, какая миссия организации, они сказали, что это зарабатывание прибыли. Предназначение. But Schuster's was to add value to society. Profit was an outcome of good stewardship of their resources. На самом деле, прибыль – это всего лишь результат эффективного использования ресурсов. These Japanese companies were some of the first to become exporters and well known around the world. Эти японские компании стали одними из первых продавать товары на экспорт и стали известны во всем мире. Our instincts trap us with if-only thinking. We naturally look for quick solutions. This is the lower right square of the matrix. Наши инстинкты часто, благодаря им, мы попадаем в ловушку, применяя если бы мышление. И мы всегда хотим получить быстрое решение. Это правый верхний угол матрицы, если вы посмотрите на сайт. We look for solutions like financial engineering to please the investors, or a change management program for motivating our people, or a quality initiative like ISO 9000 to satisfy the customers, or a Six Sigma program to save some money.
Мы имеем тенденцию вводить реконструкцию финансовых услуг для того, чтобы удовлетворить инвесторов, либо менять программу для того, чтобы удовлетворить покупателей, либо вводить программу 6 Sigma, чтобы заработать денег. We must overcome this instinct and start with defining our purpose. И наша задача является в том, чтобы превозмочь этот инстинкт и прийти к тому, чтобы определить наше предназначение. In 1995, just before returning to Apple, Steve Jobs gave an interview, talked about his passion for creating innovations for people. В 1995 году, как раз перед тем, как Стив Джобс снова присоединился к компании Apple, он дал интервью, в котором он рассказал о своей страсти создания инноваций для людей. This is a common theme among founders of successful companies or people who've turned a company around. The purpose which drives them is creating something that people want. Это общая черта, которая объединяет основателей компании, либо тех компаний, которые делают свои бизнесы успешными, это создавать то, что хотят люди. The first step in their successful journey is to convince other people to join their quest. И первым шагом для того, чтобы их путешествие, их путь был успешным, является привлечение людей, убеждение их присоединиться к их поискам. Leaders that have deliberately defined the purpose of their organization also realize that they can choose the culture that they want to create in their organization. Лидеры, которые сознательно определяют стратегию организации, могут выбрать корпоративную культуру, которую они хотят, чтобы присуща была этой организации. They recognize that it's a competitive advantage to create a learning organization. By developing a reputation for professional growth, a successful organization naturally attracts talent. Они осознают, что их конкурентным преимуществом является создание обучающей организации, и именно таким образом они, естественно, могут привлекать таланты. Next slide. All of these companies have something in common besides being successful. They emerged from difficult times and developed structured systems to grow people. У всех этих компаний есть кое-что общее, что лежит в основе их успеха. Они строят свои компании таким образом, чтобы выращивать персонал. McCormick's turnaround started in the middle of the American Depression in the 1930s. Экономический взлет компании McCormick начался в середине периода депрессии в Америке, это середина 30-х годов. Their shift happened when top leadership changed hands and the new leader began focusing on people. They became one of the first companies to develop an internal management training program to nurture talent. В те времена изменилось руководство компании, и новое руководство выбрало своим фокусом ориентацию на людей. И это стала первой компанией, которая выращивала талант. Toyota's turnaround started about 1950 during economic and labor difficulties. Can you please repeat? There were some troubles with the sound. Hello? Mark, repeat, please. Oh, it says Toyota's turnaround started about 1950 during economic and labor difficulties. Экономический подъем компании Toyota начался в 1950-х годах во время периода экономических трудностей и трудностей в сфере персонала. T.G. Ono applied a standard series of programs to grow people as problem solvers, and he used this to build positive relationships between the operators and the managers. Can you please repeat this? Okay. Mark, repeat. T.G. Ono applied a structured series of programs to grow people as problem solvers, and he used this to build positive relationships between the operators and the managers. Thank you. Тейчи Оно организовал серию структурно организованных программ для того, чтобы выращивать персонал.
и использовал это все для того, чтобы строить отношения между менеджерами и сотрудниками. And Pixar was spun off from Lucasfilms in 1986 because it was not considered a viable business. Pixar отсоединился от компании Lucasfilm в 1986 году, потому что считалось, что он является нерентабельным направлением бизнеса. Ed Catmull describes all of the popular movies that they created as ugly babies when they were first started. И их фильмы, вначале, когда они только начинали, можно было назвать уродливыми детками в самом начале. It's only through a long process of development that they have become polished productions that people have fallen in love with. И только пройдя длинный путь развития, они стали именно той компанией, которую люди любили. Next slide. Okay, there's a feel-good side of motivation programs, yet few ever produce any lasting results. Есть во всех мотивационных кампаниях есть элемент комфортности, однако мало какие из них достигают длительных результатов. For more than 20 years, Stanford University professor B.J. Fogg has been researching behaviors and how we develop habits. His research is of great interest to the large multinationals as they try to understand consumer behaviors. Более 20 лет профессор Стэнфордского университета изучал поведение и наши привычки. И это очень интересно компаниям мультинациональным, которые изучают поведение потребителей на рынке. His findings are also used internally by companies to overturn their thinking that if only they could properly motivate their employees, they could create a high-performance organization. Результаты его исследований также используются для внутренних процессов компании менеджерами, которые думают, что если только мы смогли бы правильным образом мотивировать своих сотрудников, мы бы смогли добиться более высокой эффективности от нашей организации. It turns out the most effective way to create a desired behavior is to make the task easier to do. The next choice would be to make the trigger visual, as this is our dominant sensory input. Оказывается, что для того, чтобы сделать задачу интересной для выполнения, нужно сделать ее более простой. И это является одним из главных мотивирующих триггеров. A manager's job should focus on making the task easier and to make sure the task is useful work so that there's a sense of accomplishment each day. They can build strong relationships by removing the hurdles for their employees. Задача менеджера заключается в том, чтобы сделать задачу для сотрудника более простой и, в частности, в том, чтобы сделать ее нужной. И именно таким образом формируется... Я забыла. Okay. Mark, can you repeat the Okay. last part about the relationships? Okay. It says they can use this structured method to build relationship by removing the hurdles for the employees. То есть этот способ может использоваться также для построения отношений менеджеров и сотрудников. So the structured method that managers and supervisors use to solve problems and build relationships also develop the skills of the people. И этот метод, который используется для решения проблем и построения отношений, также используется для того, чтобы помогать людям осваивать новые навыки. We've all heard that people join companies but leave bosses. The behavior of the leaders is a primary contributor of losing talent in an organization. Мы все слышали о том, что люди приходят в компанию, но уходят от начальства.
И использование этой схемы является важным для организации. Next slide. It is said that you can act your way to a new way of thinking faster than you can think your way to a new way of acting. Тут очень красивая фраза, суть которой заключается в том, чтобы вы быстрее поменяете свой тип мышления, действуя, применяя знания на практике, чем если вы сначала будете придумывать, как это сделать, только потом делать. Сначала делайте, используйте инструмент. Do you want to improve the odds of success in your company? Вы же хотите увеличить шансы вашей компании на успех? Eiichi Ono's secret behind building the foundations for the Toyota production system, also known as Lean, was a structured approach in problem solving. Can you please repeat that, Mark? Okay. Eiichi Ono's secret behind building the foundations of the Toyota production system, which is also known as Lean, was a structured approach to problem solving. Eiichi Ono создал структурный подход к решению проблем, который известен как Lean и используется для решения проблем в различных ситуациях. Okay, instead of the leaders having to memorize the system, pocket cards were distributed during the training program so all the leaders could follow the same step-by-step format until it became a habit. И менеджерам даже не нужно было запоминать эту схему. Все лидеры получали карточки, вы могли их видеть на предыдущем слайде, и следуя их, они проходили эту схему до того момента, когда они становились на привычку. The managers use this structured problem-solving method to find and grow talent. И менеджеры также могут использовать этот структурный метод для того, чтобы взращивать талант организации. We even have a pocket card for the manager to follow to coach the supervisors with their problem-solving activities. У нас даже есть набор карточек для менеджеров, для того, чтобы они могли обучать супервайзеров справляться с их проблемами и организовать связанную с этим деятельность. In the U.S., Europe, and Asia, the HR departments have been instrumental in introducing this program back into their companies. You can too. В Соединенных Штатах, в Европе и в Азии эта программа вводится в действие компании для того, чтобы повышать ее эффективность, и вы на самом деле тоже можете это сделать. Thank you. Are there any questions? Уважаемые коллеги, прошу задавать вопросы. Хочу сказать, что в связи с техническими вопросами мы чуть сбились, регламент, да? Ну, задаем вопросы и попытаемся пообщаться вот на такой технической базе, которая у нас есть. Кому передавать микрофон? Да, говорите. Добрый день, Марк. Меня зовут Елена, Метафарм Бизнес. Вопрос все-таки принципы разработки стратегии управления персоналом. С чего начать разрабатывать, когда мы разрабатываем стратегию HR? Вот практические примеры. Через 1, 2, 3. Расскажите все-таки, как это делается у вас в компании? Okay, so hello Mark, my name is Yelena, and I would like to ask you about the principles of HR strategy. When we want to start, what we should start with? Can you tell us about some practical cases maybe? If what we're finding in, and this actually has some background over the last 50 or more years, if the top manager is not on board, you're wasting your time. If top manager is not what? What we say when they're on board, if the top manager doesn't support it, you're wasting your time. То есть, по нашему опыту, который мы получили в течение последних лет,
Если ваш топ-менеджер не поддерживает вас, вы тратите свое время напрасно. And the next step is we have a failure when the top manager says, yes, they support it, they're willing to finance it, but they're unwilling to spend any time understanding what they're financing. И бывают также случаи, когда они поддерживают это, они хотят это финансировать, но они не хотят разбираться в том, что именно они финансируют. So the most effective turnaround done are where the top manager actually changes the way they think and behave. Sorry. Извините. Mark. Скажи об этом в любом случае. Mark, can you repeat this? Okay, so what we find is unless the manager actually participates with their time, not only just the money, but their time, we have to change both the way they think and behave when they do turnarounds in a company. Топ-менеджеры на самом деле должны принимать участие в развитии не только с помощью денег, но и с помощью времени. Они должны вкладывать свое время в это. Только таким образом мы сможем изменить то, что происходит в компании. Спасибо. Еще вопросы? Can you tell about some practical cases, please? Что делать? Уточните вопрос? Давайте еще раз уточните вопрос, да, попытайтесь конкретнее. Mark, and could you be more correct? Say 1, 2, 3. Вопрос все-таки практики, практические действия. Как поддерживают или не поддерживают, это все 1, 2, понятно. 3. Okay. Безусловно, наши компании техническими способами, практические способы, как вы это делаете. Поддержка, замечательно, говорил, мы разрабатываем только тогда, когда мы поддерживают нас. Тогда это успешно. Вопрос 1, 2, 3. Что вы делаете, чтобы разработать эту стратегию? Спасибо. Интересно, что скажет Марк, но я думаю, что он опять скажет о взаимодействии. Okay, so, Понимаете, да? Ну, сейчас пусть у нас Люба переведет, и ваш вопрос следующий. So, Mark, we would like to clarify the question. Yes, thank you. Support is important, but can you tell more exactly about practical actions? What you and your company do to accomplish this, to make this in your organization? Like 1, 2, 3 points, like tools or steps. Okay, so the first thing that we do is we actually do an assessment inside of a company and try to understand what they produce and the goals of the top management. And the next step would be... В первую очередь, Yeah, go ahead. I'm sorry, I can't say this. В первую очередь они пытаются понять, что происходит в компании, какие цели у лидеров компании и какое производство, как оно происходит, собственно, в этой компании. И то есть они делают общую оценку. Какие процессы? Процессы цели. So when we assess that the top management is on board and wants to participate and wants to learn, then we do usually, I have someone like Sveta do a TOP process to help them define the purpose and where they want to go. То есть мы оцениваем, менеджеры участвуют в этом процессе, действительно ли они хотят принимать участие и учиться. После этого мы часто делаем то, что делает Света, то есть TOP-фасилитация, и смотрим, куда мы можем пойти и в чем наше предназначение. And the third step is, once we understand the objectives of the company and we agree that we are a good fit, we start the coaching process where I go to the shop floor with the owners or top managers, and we start teaching them how to see how to achieve flow on the shop floor or in their office. То есть, когда мы понимаем уже,
какие у нас цели, и мы понимаем, что мы формируем вместе, мы начинаем обучение менеджеров тому, как формировать поток. Коучинг менеджера, как формировать поток на их предприятиях. Менторство. So we do have some Вы говорите про examples. взаимодействие, да. Да, говорите, то есть да, то есть вот такой путь, как говорит Марк. Пожалуйста, вам микрофон, да? У вас все уже, да? Смотрите, давайте, может, ясность небольшую внесем. Дело в том, что мы на HR-стратегию сегодня посмотрим действительно не просто лишь с точки методов подбора персонала, но какие существуют, да? Которые большинство здесь, наверное, знают. Не только компетенции, которые, думаю, что большая часть знает, меньшая часть применяла, да, у себя в компании. Только с точки зрения правильной разработки бюджета на развитие компетенций, потом применение материальной и нематериальной миграции. Мы хотим посмотреть, что мешает нам реализовать все эти знания. Да? Моменты разработки стратегии как элементы взаимодействия и какие техники включать в взаимодействие с топ-менеджером. Кто еще желает и хочет задать вопросы Марку? Есть, да? Лен, ну у нас самое активное, получите 30. Марк, по вашему мнению, HR-стратегия сейчас в мировой практике на какой промежуток времени в рамках кризиса разрабатываться должна? Или разрабатывается сейчас? So there's a question mark. So do you think at this period of time, what is the term the HR strategy should be developed for? Well, HR at best, Like how long? okay, at best, HR can help introduce and educate the top management team. And once the top management team agrees to go forward, they often work as facilitators to make sure it happens inside the organization. То есть в первую очередь компания внедряет эту HR-стратегию, она коучит лидеров и убеждается в том, что эта HR-стратегия проникает на другие уровни организации. Сроки. Люба, перейди, пожалуйста, спроси вопрос относительно сроки, да? Может обозначить Марк своего опыта такие? Mark, can you please tell from your experience what term, like how long should be the period that HR strategy is developed for? Сколько это занимает времени, да? На какой период? Сколько лет вперед? На какой период? How many years ahead we should plan our strategy and develop the strategy? Are you asking how long would it take them to do the strategy? No, I'm asking for how many years we should develop the HR strategy of the company, like 3, 5, 10, 20. There's a saying about any plan, as soon as you start using it, it's obsolete. So you're just guessing when you make a 5-year plan. You can start with a 5-year plan, but as soon as you begin to apply it, you will find out that you maybe need to change things. То есть к моменту, когда мы уже разработали план, обычно он уже успевает устареть, есть такое выражение. И на самом деле мы только догадываемся. И по мере того, как мы действуем, нам часто приходится корректировать наш план. Аплодируем или еще ждем? Спасибо большое, Марк, переведите. Thank you, Mark, for being here, and thank you for all the participants. Спасибо за то, что вы были с нами. Прошу поблагодарить Любу, нашего переводчика. Это все не просто, да? Thank you. С этим оборудованием тоже пришлось работать. Коллеги, тогда мы отключаемся. Thank you, Mark. Bye-bye. И сейчас у нас кофе-пауза. Кофе-пауза, обращаю ваше внимание, чуть мы сдвинулись по регламенту, сейчас у нас 12:04 на моих часах, да? 25 минут, 12:30 мы встречаемся в аудитории.
У меня есть вопрос,